Украина наносит ответный удар по РФ, российские военные в страхе бегут из Сирии, а войска КНДР приведены в боевую готовность под Курском. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Без высшего образования, но шестикратный чемпион по футболу. В Грузии выбрали нового президента. Оппозиция и президент Зурабишвили не признают результаты. Масштабная эвакуация. В страхе быть расстрелянными российские войска покидают Сирию после падения режима Асада. Детали спецоперации позорного спасения военных Путина. Украина нанесла удар по стальному коню. Ответный удар ВСУ по территории России. Что будет дальше? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украинский удар по стальному коню. ВСУ атаковали российские регионы. Целью были объекты, которые поддерживают военную машину Кремля. О масштабных прилетах сообщают жители Орловской области. Губернатор региона уверяет, что российское ПВО уничтожило 11 беспилотников Украины. Осколками повреждены окна домов. Клычков признает и пожар на объекте инфраструктуры. Недоволен он также тем, что видео четких прилетов попало в сеть. Приходится говорить о потерях. В очередной раз напоминаю о недопустимости распространения фото и видеоматериалов с мест происшествий. Так вы помогаете врагу. Огромная благодарность нашим защитникам, которые, как всегда, надежно охраняют безопасность жителей региона. В ВСУ подтверждают, что удар – это их работа. Точная, четкая и не по гражданскому, а по военному объекту. В украинском генштабе заявили, что БПЛА ударили по линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь». Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. В результате удара начался мощный пожар. Линейно-производственная диспетчерская станция «Стальной конь» является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Россия продолжает бомбить Украину. Основной удар наносится по энергетическим объектам. Сотни тысяч украинцев без электричества. В ночь с пятницы на субботу россияне запустили вновь целый рой дронов «Шахед» — 132 единицы. В воздушных силах Украины говорят, что сбили 58 штук. 2 дрона в результате работы радиоэлектронной борьбы вернулись обратно в Россию. И еще 72 БПЛА были локационно потеряны. В украинских телеграм-каналах обсуждают падение одного из дронов просто в поле, вероятно, в результате работы РЭП. Когда и в каком городе или селе было снято данное видео, не уточняют. Оба! Падає, ховаємося! Тікай, падає! Тікай, двір! Упав у полі. Аналитики Американского института изучения войны считают, что серия российских ударов по энергообъектам Украины – это часть широкой кампании Кремля. Целей несколько – оставить Украину без тепла в зимний период, кроме того, успокоить ультрапатриотов РФ, которые постоянно требуют ударов возмездия за атаки ВСУ по территории России, и также одной из причин является оказание давления на Киев и страны Запада. Северокорейских военных готовят к прямому боестолкновению с ВСУ под Курском. Об этом сообщает украинская разведка. В ГУР уточняют, что командование подразделений армии Ким Чен Ына в РФ уже получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые воюют в Курской области. 13 декабря подразделения КНДР были приведены в готовность и сейчас ожидают лишь дальнейших указаний. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственным штурмовым действиям. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия. Часть личного состава войск КНДР скрытно перебрасывают к линии фронта на гражданских грузовиках, внешне похожих на машины для доставки воды. Ввод миротворческих войск в Украину планируют обсудить на саммите лидеров Евросоюза, который состоится на следующей неделе. Инициатором обсуждения данного события станет президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают источники «Радио Свобода».
Миротворческий контингент может быть введен на территорию Украины, если произойдет прекращение огня и также будет достигнут мир между Киевом и Москвой, уточняют источники издания. В то же время публично в ЕС говорят, что дискуссии об отправке иностранных войск как помощь Киеву пока преждевременные, однако неизбежны, учитывая недавний визит французского президента в Польшу, а также будущий приход к власти Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации, которая касается войны в Украине. Еще двое дипломатов, с которыми общалась Радио Свобода, также отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к переговорам с избранным президентом США и обеспечения участия ЕС в мирных переговорах. В то же время, по их словам, тема миротворцев пока очень сырая и находится на уровне идеи. Переговоры, покрытые тайной, прошли в Кремле. Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В Москве лишь коротко сообщили, что встреча прошла в пятницу в Новоогарёве. Больше никаких деталей. В то же время радио «Азатык» сообщает, что на официальном сайте Назарбаева также нет и слова о визите экс-президента в Москву. На момент записи выпуска последняя публикация датируется 6 октября. Тогда Назарбаев голосовал на референдуме по строительству АЭС. В то же время «Настоящее время» сообщает, что Россия вербует в Казахстане молодежь, которая бы могла собирать российские дроны «Шахед» в Татарстане. Там находится колледж, который сотрудничает с предприятием ВПК РФ, и именно этот колледж готов брать даже подростков для сборки ударных БПЛА. В рекламном буклете Алабуга Политех, который раздают школьникам и студентам в Казахстане, сказано, что предприятие будет радо нанять любого подростка из Казахстана в возрасте от 14 лет. Буклет не скрывает, что работа будет на заводе по производству боевых беспилотников для российской армии. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. 53-летний бывший футболист, шестикратный чемпион, был избран новым президентом Грузии. За него голосовал не народ, а депутаты. Свои голоса отдали 224 выборщика из избирательной коллегии. Михаил Кавелашвили был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, который не признает ни оппозиция, ни действующий президент Саломе Зурабишвили. Кандидатуру Кавелашвили предложила пророссийская правящая партия Грузии «Грузинская мечта». С самого утра у здания парламента протесты, люди недовольны новой системой выборов, когда голосует исключительно коллегия выборщиков. К тому же грузины недовольны, что кандидат в президенты – футболист, у которого нет даже высшего образования. Накануне этих выборов президент страны Зурабишвили сделала заявление. Если кто-то хочет мира в этой стране, если кто-то хочет выйти из этого кризиса победителем, есть только один путь. Именно этот путь нам нужно выбрать. Без справедливости и честных выборов не будет и мира. Когда любой, кто сегодня думает, что репрессии и различные способы могут поработить это общество, когда он осознает, что другого способа победить на выборах нет, я здесь. И буду здесь, чтобы сесть и подумать о том, как организовать эти выборы, чтобы вернуть эту страну к миру, справедливости и будущему. Это единственный способ. Уже после объявления результатов так называемых выборов президент Саломе Зурабишвили вышла к участникам протестов в Тбилиси и заявила, что никто никого не выбирал, ничего не произошло. Это была цитата. Кроме того, она поблагодарила протестующих, которые также не признают результатов голосования. Россия начала вывод своих войск из Сирии. Военные базы РФ пустеют. Это видно даже из космоса. В частности, спутниковые снимки и данные украинской разведки говорят о том, что оккупанты выезжают с ключевой российской авиабазы. Financial Times пишет, что сейчас наблюдается большое количество техники на авиабазе Хмеймим, куда уже прибыли крупные российские транспортные самолеты, которые должны вывести технику и людей. Также идет демонтаж российской ПВО. Потеря авиабазы Хмеймим и морской базы в Тартусе станет стратегической проблемой для Москвы, так как эти объекты используются как логистические узлы для операций России в Средиземноморье и по всей Африке. В украинской разведке сообщают, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся, что их колонну накроют огнем.
Кроме того, к позорной операции по эвакуации российских военных из Сирии Москва планирует привлечь еще как минимум 25 военно-транспортных самолетов, которые перебросят войска в Ростов-на-Дону, Чкаловск и во Владивосток. Лукашенко отправился на Ближний Восток. Самопровозглашенный впервые за последние 17 лет полетел в Оман. В Минске заявляют, что Лукашенко собирается обсудить перспективы развития отношений, которым можно придать дополнительный импульс. О визите Лукашенко на Ближний Восток пишет и пресса Омана. Там уверяют, что непризнанный глава государства должен встретиться с султаном Омана, чтобы обсудить еще и международную повестку. Но основной акцент все же будет сосредоточен на том, чтобы открыть новые рынки сбыта для оманских товаров в Беларуси. В США провели спецоперацию по спасению 2 дельфинов. Они стали заложниками неглубокой лагуны, где уровень воды достигает максимум 1 метра. Именно такие обстоятельства и сделали дельфинов заложниками. Но биологи совместно со специалистами по сохранению рыбы и дикой природы использовали специальные надувные маты и смогли спасти животных. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.